Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду мариновать огурцы на зиму. По этому рецепту мариновал огурцы мой папа. Закрывать буду огурцы небольшого размера. Их у меня немного. Поэтому я заранее помыла содой и простерилизовала 2 литровые банки. Небольшой лист хрена помыла и нарезала на части. Также помыла зонтики укропа, листья вишни и лавровый лист. Огурцы тоже заранее помыла и замочила на 2 часа в холодной воде. На дно банки кладу хрен, свежие зонтики укропа, 2 лавровых листа, 4 листика вишни и 1 нарезанный на части зубчик чеснока. Кладу 2 горошины душистого перца и 7 горошин черного перца. От горького перца отрезала часть и кладу в банку. Перец я тоже предварительно помыла. Перец по вкусу. Можете его вообще не класть. Огурцы укладываю в банку вертикально, плотно, но сильно их не сдавливаю, чтобы не сломать. У каких-то огурцов кончики обрезала, у самых маленьких нет. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Сверху на огурцы кладу зонтики укропа и нарезанный на части зубчик чеснока. Добавляю пол чайной ложки зерен горчицы. И чтобы потом все зерна горчицы не вылить вместе с водой, накрываю все листиком хрена. Аналогично заполняю вторую банку. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Если кому-то интересно, то обрезанные огурцы я взвесила. Их вес 920 грамм. Добавила в каждую банку еще по 1 зубчику чеснока и по 2 листика вишни. Вторая банка готова. Теперь аккуратно заливаю огурцы кипятком под самый верх банки. Накрываю банки стерильными крышками и даю им постоять 10 минут. Накрываю банку шумовкой. Я ее предварительно прокипятила и сливаю воду с огурцов. Первую воду я выливаю. Снова заливаю огурцы кипятком. Накрываю банки крышками и даю постоять 10 минут. Воду сливаю в сотейник. На этой воде буду готовить маринад. Ставлю сотейник на плиту. В воду добавляю 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку сахара. Перемешиваю, чтобы соль и сахар растворились, и довожу до кипения. В кипящую воду добавляю 100 грамм 9% столового уксуса. Жду, пока маринад снова закипит, и заливаю им огурцы. Маринад наливаю до самого верха банки. Закрываю банки стерильными крышками. Хоть производитель крышек не рекомендует переворачивать банки, я переворачиваю банки буквально на 1 минуту, чтобы убедиться, что крышки закрыты герметично и маринад не вытекает. С крышками все нормально. Снова переворачиваю банки. Укутываю их шерстяным пледом и оставляю до полного остывания. Оставляю банки на столе до утра. Вот так выглядят огурцы на следующий день.
Как я уже говорила, по этому рецепту мариновал огурцы мой папа. Перед тем, как огурцы закрывать, папа стерилизовал банки с огурцами в кастрюле с кипящей водой. Я вместо стерилизации банки накрываю плотным шерстяным пледом. И утром, когда снимаю плед, банки с огурцами все еще горячие. Огурцы вкусные, за счет листиков вишни хрустящие. Зерна горчицы не только придают пикантный вкус огурцам, но и препятствуют образованию плесневого гриба. Конечно, с красным горьким перцем баночка с огурцами выглядела бы более привлекательно. Но у меня под рукой был только перец зеленого цвета. Хранить маринованные огурцы можно как при комнатной температуре, так и в холодильнике. Я храню всю свою консервацию в погребе. И без стерилизации огурцы отлично хранятся. Проверено. Приготовьте маринованные огурцы на зиму по этому рецепту. Думаю, они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!